Приветствую всех! Вы на канале Анна Japan. А сегодня у нас просто прогулка по обычной японской улице. Поехали! К нам уже давно прилетели лебеди. Сейчас они кушают на рисовых полях, собирают корм, тот, который остался после уборки. Но уже когда выпадет снег, то будем мы их кормить. Сегодня у нас будет прогулка по обычной японской улице. Сегодня мы с вами пройдемся и посмотрим, какие японские дома. У меня уже есть 2 видео. Я оставлю ссылку под этим видео. Ну, пошлите посмотрим. Вот, смотрите, какой дом. Он большой. В этом доме преподают музыку. Необычный. Ну, а этому дому уже, наверное, лет 40, а может быть 50. Японский стиль. Фонарик вот стоит, японский. Живет, наверное, бабушка или дедушка старенький. Но это вход этого дома. Ну а это парк, где играют дети. Обычно парк находится возле каждого района. Они небольшие парки. И обязательно в каждом парке есть туалет. Или просто можно попить водички. Вода тоже обязательно есть питьевая. Вот это туалет. Дом загорожен, не видно его из-за деревьев. Ну, видимо, у них есть сад. Это не новые дома, они уже такие старенькие. И как вы видите, расстояние между домов очень маленькое. Но по сравнению с Токио у нас еще есть хорошее расстояние. В Токио вообще, как я говорю, можно здороваться через окно с соседом. Как вы видите, везде есть парковка. В нашей префектуре обязательно нужна крыша для парковки. Очень много идет снега у нас. Чисто японский стиль дома. Он уже не новый, и, видимо, ему облицовку сделали новенькую. Вот я сейчас иду по улице, здесь в основном все старые дома. Им от 40 и выше. Здесь живут в основном пожилые люди. Ну а это апартаменты. Это там, где можно снять квартиру. Я вам уже рассказывала в других видео, что снять квартиру, да и не только, например, построить дом или купить машину в кредит, обязательно нужно гаранта. В Японии без этого никак. Даже у моего мужа тоже есть гарант. Гарант идут или родители, или родственники. Иностранцам очень сложно жить в Японии. Почему? Потому что надо найти гаранта. И гарант будет отвечать, если вы не заплатите
за жилье или кредит, то с гаранта будут забирать эти деньги. На это никто не хочет идти, поэтому очень сложно. Вот такие апартаменты. У них 2 входа, оказывается, здесь. Там и только что я вам показала. Это парковка для апартаментов. Обязательно номера стоят. Это номера уже, ты знаешь, под каким номером ты снимаешь парковку. Это тоже апартаменты. Их цена бывает разная, но в основном от $400 и выше. Зависит цена, конечно, сколько комнат, в каком районе. А вот идет стройка. Это будут апартаменты. Это вход они застеклили. Видимо, холодно. Застеклили, чтобы не так ветер дул. Уже не новый дом это. А вот впереди это тоже старенький дом и одноэтажный. Скорее всего, здесь живут пожилые люди. Молодые люди в основном строят 2 этажа. Он, в принципе, не дешевый. Красиво. И не маленький, большой дом. Аккуратненько все у них. Тоже застеклили вход, видимо, холодно. Но с самого начала его, скорее всего, не было такого застекления двери. Это их парковка. Вот так идут в ряд дома. А есть даже терраса у кого-то. Вот этот дом, это новый. Ну, а это новый дом. Вот смотрите, какое расстояние между домов. Очень маленькое. Сейчас проблема идет в Японии, потому что если происходит пожар, то они друг за другом начинают гореть. И сейчас новые дома чуть-чуть уже расстояние делают побольше. А вот 3-этажный дом. Внизу парковка и 2 этажа. Вот такой спальный район. С одной стороны дома и с другой.
Как правило, японцы начинают строить дома где-то в возрасте 30 лет. И в течение 35 лет выплачивают кредит. По сравнению со старыми домами, новые дома сейчас очень маленькие, потому что цена дорогая. Но есть система, например, покупаешь не землю сначала, потом строишь дом, а уже готовый дом покупаешь, называется модель хаус. То цена, естественно, дешевле. Когда мы гуляли с вами по улице, то очень много цвело вот таких цветов. Из этих цветов японцы делают закуску. Ну а на этом наше видео заканчивается. А вы пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.